Я безумно долго ждал, когда кто-нибудь выпустит адекватные ТВС-наушники вкладыши. Не копия AirPods, а отдельный брендовый продукт. И чтобы не Huawei под $100 продавали, и точно не были репликами Air'ов, начиная от i7 и заканчивая i9000. Ведь это просто русская рулетка, а не покупка ушей получается. Tube 317, всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь всегда быстрые, краткие, емкие обзоры. А сегодня у нас еще и обзор псевдосравнения. Почему псевдо? От того, что разница в цене просто космос, а функции девайса выполняют примерно с одинаковой эффективностью. Но обо всем по порядку. 10 причин купить Tisa iX вместо AirPods. Ну и несколько причин против этой идеи. Начнем с упаковки. Пусть все простенько у Tisa iX, но как и в Air'ах, стильненько. Я бы даже сказал, что ничего лишнего. Глянцево и самобытно. Да и лейбл у Tisa на боксе красуется. Бокс, конечно, больше, чем у яблочных, но его тоже можно носить без проблем в кармане брюк. Хотя и с меньшей эстетикой. Пластик качественный, но хуже, чем у Apple. Царапинами покрывается также моментально. Комплект не блещет, но и не убивает. Кабель зарядки у Tisa iX в наличии, да и что еще нужно? Ах да, еще и в наличии бокс, наушники и инструкция. Цена. Тисовские наушники на распродаже реально купить за 1300 рублей, что около $19 вместе с купонами. Яблочные уши за 13 тысяч рублей. Разница при желании покупателя и определенной сноровки может быть уменьшена с 10 раз до 8, если поискать AirPods дешевле, но это будет чревато тем, что вы нарветесь на подделку. Скупой, как говорят, платит дважды. И не забываем, среди подписчиков на канале можно выиграть умные часы Amazfit GTS, браслет Mi Band 4 и наушники Weiser TP1. Для участия вам хватит 10 секунд, условия в описании к видео. Наушники у Tisa могут работать как в паре, так и по одному, как и яблочные. Bluetooth версии 5.0, с YouTube заметной задержки нет вообще, в играх, конечно же, задержка есть. Обрывов в людных местах при прогулках по городу замечено мной не было. Но хочу отметить, у меня телефон с таким же голубым зубом версии 5.0. Весят наушники Tisa iX по 4,5 грамма против 4 грамм у AirPods. Боксы весят одинаково, по 39 грамм. Размеры бокса у Tisa, как и у ушей Tisa iX, визуально значительно больше, чем у Air'ов. Но сами видите, что по факту они больше на 1-2 мм в трех проекциях. И здесь появляется интересная особенность. Мне уши Tisa по объему больше подходят, чем AirPods, потому что Air'ы, несмотря на заявления производителей, сделаны на средние и малые ушные раковины. У меня уши слегка больше, поэтому Tisa помещаются в них как влитые, никаких силиконовых накладок, как с яблочными ушами, мне не понадобилось. И кстати, именно такой форм-фактор, вкладыши, позволяют не заработать себе заболевания, связанные с использованием внутриканальных наушников. Автономность при проигрывании у меня составила около 3 часов 50 минут на 70% громкости, что для меня более чем достаточно. Но напоминаю, телефон у меня с Bluetooth версии 5.0. И в ушах стоит крайне бодрый 13-мм динамик в каждом ухе. И я вам скажу, орут они довольно громко. Хотя на высокой громкости каши здесь не появляется. Как и у всего, что называется вкладышами, здесь не хватает басов. Но это уже вопросы к форм-фактору. Окружающий мир в них, как и задумано, слышно, но и окружающие слышат, что у вас там играет или кто там говорит. Кодек, как и в AirPods AAC, но есть еще SBC кодек также для Android. Хотя в принципе вы в инструментах разработчика можете их поменять, разницы в звучании на этих кодеках я не заметил. И по звуку, на мой взгляд, они не особо и проигрывают Air'ом. Слегка меньше объема, а так Ctrl-C, Ctrl-V, как и у Apple. У кейса заряд аккумулятора на 500 мАч, чего хватает минимум на 7 полных зарядок. Уши в кейсе на полную заряжаются всего за час. Влагозащита IPX5, дождя и пота наушники не боятся, как и яблочные, только в AirPods как стандарт влагозащита не заявлена, хотя она и есть. Микрофон обещали шумодав. Вот пример записи. Тест работы микрофона Tisa iX возле дороги плюс небольшой ветер. Насколько слышно, можете сами определить. Слышно в принципе неплохо, но то, что шумодав не работает, мое мнение однозначно. Микрофон не хороший, но и неплохой. За эти деньги я встречал лучше. Мой вердикт – микрофон средненький. Конечно, хуже, чем у Apple, хотя по отзывам о товаре, в описании есть ссылка на его покупку, пользователей микрофон более чем устраивает. Из визуализации. Уши в андроиде в шторке показывают свой заряд. Крышка закрывается плотно, без люфтов, хотя трещинок здесь тоже хватает. Для управления используются механические кнопки на каждом из наушников. Очень удобно по сравнению с тапами на подсах, но регулировки громкости нет. Хотя без проблем можно вызывать голосового помощника и ему говорить громче, тише, как мне всегда советуют подписчики. В комментариях
комментариях под обзором на Redmi AirDots. Но мне кажется, это еще та морока, плюс нужен интернет для того, чтобы с голосовым помощником пообщаться, а он не всегда есть. Конечно же, нет никаких сенсоров приближения, но уши подключаются просто моментально. Чтобы отключить, достаточно поместить наушники в кейс. Активируются для подключения извлечением наушников из кейса. Резюмирую сегодня одним словом – рекомендую. Наконец, на вопрос, что купить из вкладышей дешево, я смогу ответить просто: Tisa iX. Никаких вам i200 или Air 2 TVS, которые я, кстати, никогда и не советую. Следующий обзор у меня будет с розыгрышем сразу 2 колонок Tronsmart. Не забывайте поставить лайк за труды и написать в комментариях, что еще купить для обзора. А кто еще с чем не согласен, указываем, с чем именно в комментариях, отвечу всем. Мата на канале нет, если я поставил лайк, значит ваш комментарий я прочитал. Добавляйтесь во все соцсети, спрашивайте, что вам интересно, с удовольствием отвечу. На канале больше 300 обзоров, посмотрите, вполне возможно, на ваш вопрос уже есть ответ. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.